Всем привет! Сегодня будет долгожданное видео по разборе. Давно меня просят и малька разборы, и просят рассказать о ней. Вот сегодня я буду ее садить на нерест. Посмотрим, я вам расскажу, как, чего, что к чему. Значит, вот у меня всего две самки разборы. Здесь они рассажены, неделю просидели, может дней 10, я уже не помню, когда я их рассадил. Значит, чем отличаются самки от самцов, я вам рассказывал вот в этом видео. С разборой все просто, ничего там сложного, там явно видны самки, самцы. Вот у меня тут две самки, буду садить. Значит, разбора такая рыбка, одна из многих рыбок, которые хорошо не растятся в общем аквариуме. То есть, когда ее отсаживают на нерест, можно хорошо понять, ну, просто следя за ней. Они в общем аквариуме очень охотно нерестятся. И вот отсчитываете после этого нереста, ну, дней 10, наверное, вылавливаете и садите ее в нерестовик. Ничего сложного. Сейчас я посажу их в нерестовик, ну и вам покажу. Вот высадил я разбору, значит, в нерестовики. Нерестовики такие же, как для тернеции. Вот у меня тут тернеция сидит. Можно нерестовики меньше, такие как для неона, использовать, но они у меня все задействованы, поэтому я посадил вот в эти. То есть, ну вот слой воды, ну сколько тут, я не знаю, высота общая 20, а воды тут, ну сколько, меньше чем 15 даже. Я всегда кидал вот по кустику тайландского папоротника. Можно кидать какие-то другие растения, там, ну, просто тайландский папоротник, он тонет. Допустим, та же криптокарина, она будет плавать. Разбора кладет икру с нижней стороны листа растения. Можно кидать просто, допустим, на поверхность воды крышку пластиковую, крышку от банки. Она будет не раститься туда. Но у меня вот есть два кустика, тут я кинул два кустика. Обязательно сетка. Значит, та икра, которая будет прилеплена к листу, они ее не трогают. Та, которая будет падать на дно, плохо там лепиться будет падать на дно, они будут ее съедать, поэтому сетка. Вода. Вода для нереста, разборы такая же, как и для тернеции. Все то же самое. То есть в пределах 4-5 градусов жесткости. Чистый осмос нежелательно. Ну вот так. Температура 25-26. Ну, здесь у меня я без ничего. То есть, ну, видите, ни распылителя нет, вода не добавляется ни шишки, ни отвары, ничего. Все как с тернецией. Посадили на нерест, ждем. Поймаю нерест, я тогда вам покажу именно нерест. Да, в общем аквариуме, когда у вас отнерестилось разбор, это я вам так сказал, через 10 дней приблизительно садить. Циклу разборы 11-12 дней, зависит от температуры. При температуре 25-26, если вы содержите, это будет 11 дней. 24 это 12 дней. Разбора это рыбка, которая кистуется, поэтому зевать нельзя. 2-3 дня прозевали, она может закистоваться. Вот так. Ну, здесь у меня они должны, я вижу. Самки вот, ну, они не должны быть слишком толстые. Все как с тернецией, в общем. Такие в меру упитанные. Да, я, вы знаете, сторонник не растить парно, поэтому я посадил парами, две пары, вот самец-самка. Но разбору можно садить и двух самцов, допустим. Двух самцов и одну самку. Ну, я считаю, парно лучше. Это мое мнение, поэтому... Вот так, ждем нерест. Нерест разбора я, значит, видел, пытался записать несколько раз, но они не рестились буквально с утра и там полдня. В течение, там, наверное, 4-5 часов они не рестились. Пытался я поймать,
Ну, сейчас такие события, мне не до этого, но кое-что поймал. В общем, поймал я нерест разборы. Что-то тут снял, я вам вот покажу. Отнерестилась одна пара на следующий день, после того, как посадил. Вторая пара через день. Первая пара отнерестилась, ну, довольно плохо. Много пропавшей икры было. Я перекинул потом кустик папоротника, ну, он побольше у меня, этот второй кустик папоротника, перекинул в другой аквариум, в другой нерестовик. И в том нерестовике на следующий день, значит, отнерестились вторая пара. Отнерестилась довольно хорошо. Я тут снял, вот покажу вам икру. Икра поналипала и на сетку, и на листьях есть, гроздями прям поприлипала, и на дно попадала. Ну, тут вся, практически вся, ну, процентов 90, наверное, может и больше икры хорошей. Если посадить второй раз, спустя там нужное время, то должен быть нерест у обоих пар хороший. Но я думаю, я второй раз уже не буду садить, потому как сейчас тут у меня все забито неоном. В общем, сейчас не до рыбы, как вы сами понимаете. Второй раз не буду садить, тут получится у меня какое-то количество малька, пока хватит, там неизвестно, куда он дальше пойдет. Сейчас с рыбами, я думаю, надолго придется завязывать. Значит, личинка будет лупиться где-то 1,5 суток. Через 1,5 суток лупится личинка. Ну и потом еще, наверное, 3 суток. Я, честно говоря, даже не засекал. Ну, где-то 3 суток проходит. По ней видно. Хорошо видно, там глазки появляются. Это не неон, она крупнее. Появляются глазки, появляется это. И она, когда начинает плавать, тогда ее начинать кормить. Ну, это где-то еще плюс 3 суток. Вот разбора. Значит, там у меня, я особо не снимал тут в связи с этими событиями. Одна пара отнерестилась плохо, ну, процентов 80 икры пропало, а вторая наоборот хорошо, там процентов 90 икры хорошей получилось. Ну, пары мелкие, рыба мелкая, то есть, ну, икры было, ну, штук по 150, наверное, от каждой. Обычно разбора дает там, ну, до 300, если крупные самки. Вот я слил, тут у меня, я слил вместе с неоном. Для неона я тут кинул вот эти, чтобы прятались. А разбора она не прячется. Ей свет по барабану. То есть вот она плавает. Малек довольно крупный, крупнее, чем неон, раза в 2. Артемию сразу берет. Без проблем. Вот с неоном, не знаю, тут неон. Что тут с неоном? Тут не до неона сейчас. Ну, а разбора будет. Малек крупный, растет довольно быстро. Как вам показать? Вот такой. Не прячется абсолютно он нигде. Не он там где-то плавает, прячется. Разбора нет. Значит, все действия, все то же самое, как и с тернецией, как и с неоном, то есть слил. Я уже сливал там где-то на второй, на третий день уже личинка полупилась, уже глазки появились, в общем. На второй или на третий день я слил вместе с неоном тут в кучу. Опять же капельница, все то же самое. Постепенно повышаем уровень воды, когда поплыло. Артемия. Ну, все так, вроде бы. Ну, тут малек не поймешь, пока он еще где-то недели 2, может быть, чуть больше. Я уже, честно говоря, не помню. Я разбор давно разводил. Появляется точка на теле, потом она там треугольничком становится. Ну, в общем, пока с разборой проблем нет. Обычно недели в 2-3 начинаются с разборой проблемы. Если такие проблемы будут, я расскажу, что делать. Ну, а если не будет, тогда будем смотреть, наблюдать.
В общем так. Тут у меня позависал неон. Все забито неоном. Тут неон, тут анциструс. Тот, который второй. Тут его побольше. Неон. Тут неон. Зависло. Сейчас рыба пока не нужна. Рыбы много позависало. Но посмотрим, что дальше. Пока кормим. Гупиков я вот тут самцов от самок поразделял. Самцы здесь. Что-то прыгает запись, не пойму, что такое. Самцы тут. Ну и самки тут. Ну тут еще надо выдергивать самцов. Тут появляются. Тут они разного возраста. В общем, поразделял. Вот это хочу себе тут оставить, поотбирать. То, что выскакивает. Ну, то, которое не годится мне. Будем отбирать. Ну, вот такой самец вот тут. Вот это мы будем оставлять. А есть выскакивает, ну, другого цвета. Вот просто красный хвост, видите? Этого надо отбраковывать. Ну, то есть держать линию, держать. Вот так. Тут тоже неон у меня мелкий. Тут такой неон. Тут такой. В общем, неона много, позависало все. Вот так. Вот так. Такой ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.